Всем привет! В эфире Metal Detector! Европейские команды продолжают радовать нас своими подарками. И на этот раз мы получили целый набор мерча от мощной нидерландской банды Bring On The Bloodshed. Музыканты прислали вот эту зачетную футболку, кучу наклеек, открыток и 2 здоровых постера, за что им огромное спасибо. В данный момент команда занята написанием новых треков, которые, по словам участников группы, будут тяжелыми как никогда. Более того, на апрель месяц музыканты запланировали европейский тур и интересуются, хотели бы вы увидеть их группу в России. Так что пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И еще немного инфы. 26 марта в московском клубе Rock House берет старт новый уникальный проект под названием Metal Battle. В первой битве сезона сойдутся такие команды, как Scream, The Decord, Dead Heaven, Metronome, KOS и The Serious Man. Со слов организаторов, это будет совершенно новое музыкальное и световое шоу, где решать судьбу групп будет только пришедшая публика. Все подробности на странице проекта, ссылку на которую вы, конечно же, найдете в описании. Ну а мы начинаем. И сегодня, как и всегда, вас ждет знакомство с лучшими, на наш взгляд, новинками минувшей недели. Смотрим! Открывает обзор дебютный полноформатный альбом напрочь забойной группы, представляющей Нидерланды. Участники этой молодой, но зачетной банды рубят смесь таких замечательных жанров, как модерн и трэш-металл. Звучание группы ярко выделяется плотными гитарными и басовыми рифами, скоростными ритмами и, конечно же, мощным женским вокалом. Также приятно удивило обилие красочных гитарных соло и вставок, гармонично вплетенных в и без того музыкально богатые и разнообразные треки альбома. Одним словом, пластинка удалась на все 100, и мне лишь остается пожелать команде большого плавания. Отличным новым диском порадовала просто потрясающая команда, представляющая Индию. Коллектив был основан в 2000 году, и это уже 5-я полноформатная работа на его счету. Направление, присущее звучанию группы, можно определить как прогрессив Death Black Metal, в котором периодически встречаются элементы симфо-металл. Ну а что касается новой пластинки, то она получилась действительно превосходной, и я даже не буду выделять какие-либо партии отдельно. Вклад каждого участника группы заслуживает наивысших оценок. Уже 10-й по счету номерной альбом выпустила легендарнейшая и не сдающая своих позиций команда из Штатов. Группа взяла старт в далеком 86-м году и за эти 30 с лишним лет, помимо полноформатов, записала 2 мини-альбома. Рубят же музыканты мощный, глубокий и, главное, уникальный дэт-металл, отличающийся чисто своими фирменными ходами и оборотами. Новый альбом получился продуманным, интересным и разноплановым. Одним словом, таким, каким его и следовало ожидать. Просто волшебным альбомом порадовала еще одна легендарная группа, образовавшаяся в Андорре в 2001 году.
За свою историю коллектив выпустил 5 полновесных альбомов, каждый из которых уникален по-своему. Так, например, третий альбом «Шинкен» был полностью посвящен культуре и философии японских самураев. Исполняют же участники группы сложный, красочный и очень богатый прогрессивный мелодик дэт-металл. Как и в случае с предыдущими работами, новый альбом команды ввиду его концептуальности рекомендуется слушать строго целиком. Отличный дебютный полноформатный альбом представила на суд публики молодая, но многообещающая команда из России. Коллектив был основан в 2013, а в 2015 выпустил дебютный мини-альбом Never Silent. Кстати, на обложках альбомов в качестве центрального объекта присутствует символ, который также можно увидеть в различных вариациях на сцене во время живых выступлений команды. Участники группы не стали вгонять себя в жанровые рамки, поэтому музыку коллектива можно охарактеризовать как экспериментальный альтернатив-металл с элементами прогрессив и даже авангард-металл. Новый альбом ярко выделяется красочными и запоминающимися мелодиями, общим богатым звучанием и просто потрясающим вокалом. Еще одна относительно молодая группа, на этот раз из Хорватии, выпустила дебютный студийный диск. Команда была образована в 2011 году и помимо нового полноформата успела записать 2 не менее интересных мини-альбома. Парни исполняют необычную и по большей части довольно позитивную альтернативу, активно используя электронику. Новая пластинка крайне насыщенна и гармонична. Чувствуется, что участники коллектива приложили немало усилий, шлифуя структуру и звучание каждой композиции до блеска. Юбилейный 13-й полноформат выпустила легендарная и, можно сказать, знаковая команда, представляющая Нидерланды. Коллектив был основан в 1988 году, и, естественно, за такой долгий срок в его составе произошла масса изменений. Собственно, из первоначального состава в команде остался лишь Эдрик Лустерлард, ныне вокалист, а раньше ударник группы. Но все это не помешало коллективу исправно выпускать мощный и жесткий дэт-металл в лучших его традициях. А на очереди 5-й полноформатный альбом от широкоизвестной команды из Штатов. Группа была образована в 2002 и вплоть до выхода нового полноформата исполняла серьезный и качественный дэткор. Однако в свежевышедшем альбоме музыканты решили уйти от этого жанра и сменить свое звучание в сторону ню и грув-металл. Стало ли от этого звучание команды хуже или лучше? Ответа здесь нет и быть не может, так как сравнивать эти жанры было бы просто глупо. И лично я воспринимаю этот диск как начало новой и, как по мне, так очень интересной творческой эпохи талантливых музыкантов.
Ну и напоследок дебютная полноформатная работа от относительно молодой и быстро набравшей популярность группы из Украины, исполняющей прогрессив Oriental Metal. Команда образовалась в 2011 и изначально носила название Parallax. Под этим именем и был записан дебютный мини-альбом в 2013 году. А в 2015, сменив название на текущее, группа совместно с Большим симфоническим оркестром записала сингл «Алга» и сняла на него клип, который за год набрал более 1 миллиона просмотров. Что же касается новой работы, то она получилась грамотной, интересной и, безусловно, заслуживает всяческих похвал и высоких оценок. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Media Group. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!